Доброе утро, StopGame! В эфире Инфакт. Старт раннего доступа Hades 2 удался на зависть многим другим ранее доступным проектам. Контента куча, играется приятно, превью от Кати будет на днях, поэтому мы переключимся на другое. На фоне такого хорошего старта второй части заметно подрос интерес и к первой игре. По данным SteamDB, рекорд онлайна первой части после выхода второй стал даже выше, чем на непосредственном релизе хитяра от Supergiant. В момент выхода пиком было 37 тысяч человек, сейчас 54. А сама Hades 2 звенькнула на отметке 104 одновременных игроков. Тут, конечно, важно упомянуть, что в момент старта сиквела оригинал был на очень вкусной скидке в 66%, и даже я не прошел мимо, чтобы не притарить игру второй раз, теперь уже на ПК. А вот Evil Empire и Ubisoft со своим ранним доступом The Rogue Prince of Persia наоборот решили повременить. Запуск этого самого раннего доступа решили отложить с 14 мая на 27. Причиной тому стал, опять-таки, неожиданно успешный старт Hades 2. Все связано. И это официально и буквально проговаривается в обращении создателей в блоге Steam. Дескать, мы лучше не будем бодаться и дадим вам наиграться, да и сами хотим позалипать. Тем не менее, в ближайшем выпуске рефанда ждите первые впечатления. Мы с Иваном Лоевым уже все обсудили и записали, как в старые добрые обзоры по скриншотам. Ставь лайк, если в теме. Первая игра на новообразованной площадке Assassin's Creed Infinity, японская версия Ассасинов с кодовым названием Red, будет официально представлена полноценным кинематографическим трейлером уже завтра вечером. А еще Ubisoft раскрыла настоящий подзаголовок игры про Сенгоку джедаев. Игра получит название Assassin's Creed Shadows. И про джедаев это шутка, если что. Покопавшись в описании трейлера, интернет-рыскуны выкопали и предполагаемую дату релиза самой игры — конец осени, 15 ноября. Говоря о копать, заходят как-то хакермены на сайт Rockstar, а кот им и говорит, цитата: «Отправьтесь в путешествие по бескрайним просторам американского запада и Мексики в Red Dead Redemption и ее зомби-хоррор-компаньона Undead Nightmare. Теперь в них можно сыграть и на ПК». Конец цитаты, а не выдуманного анекдота, кстати. Если код актуальный и, судя по слову, теперь, вероятно, ПК-версию выпустят сразу в день анонса, либо через несколько дней после, как это было с версиями для PS4 и Switch. Они отправились в релиз через 10 дней после официального анонса. А если за основу ПК-порта возьмут наиболее актуальное переиздание игры, можно осмелеть и надеяться в том числе и на российскую локализацию. Вероятно, скорым анонсом новой игры в популярной серии разразится и Bethesda. Аура у компании в связи с последними событиями, конечно, подпорчена, и этот шаг, возможно, как раз и призван немного ее поравнять. Компания зарегистрировала торговую марку IDKFA. Это один из знаменитых чит-кодов серии Doom, а сама торговая марка пересекается с недавними слухами о скором анонсе. Дескать, нечто под названием Doom Year Zero фигурировало в утечках документов Microsoft. Один журналист толсто намекал, что новая Doom станет одним из ключевых анонсов на конференции Xbox в этом году, вторит ему и Еврогеймер, да и сама id еще в 2022 году заявляла, что трудится над следующей крупной игрой. Очень нравится комментарий Ворона у нас на сайте в ответ на шутку про последующее закрытие студии на фоне последних событий. Говорит, не закроют, они увеличат код. И впрямь же. И еще кое-что из грядущего. Издательство NeoWiz, которое отвечало за распространение недавнего Souls-like Lies of P, выкатило отчет по итогам первого квартала 2024. Но среди кучи скучных циферок нашлось окошко для выхода первого DLC к игре, вторая половина текущего года. Интересно, что сами разработчики из Round 8 Studio срок релиза еще не называли, но уже совсем скоро начнется сезон летних игровых показов. Видимо, там и стоит ждать. Ага, лето уже через 2,5 недели, да? А еще завтра выходит юбилейное издание инди-хита Braid. В состав оного войдут 13 новых игровых зон с новыми кусочками пазла, 12 локаций с альтернативным дизайном и 14 карт, позволяющих изучать комментарии разработчиков. Но, как выяснили рецензенты, и о чем они же поспешили рассказать в многочисленных обзорах, одними картами дело не ограничилось, и в совокупности комментариев разработчиков оказалось записано на более чем 15 часов. При этом раскиданы они вообще повсюду, и текстом, и звуком, но в том числе и в непосредственной геймплей. Например, некоторые уровни позволяется пройти в разных дорелизных версиях. В целом, переиздание, судя по всему, удалось, и мнения в ревью преимущественно хвалебные, а для тех, кто тяготеет к разработке игр, проект и вовсе называют обязательным к приобретению. Однако издание Push Square вот сомневается, стоит ли проект своих денег. Цитата: «Ответ на этот вопрос напрямую зависит от вашего опыта взаимодействия с оригинальной игрой. Для новичков дополнительные уровни и улучшенная графика, для начинающих девелоперов комментарии. Но тем, кто уже прошел Braid, может не хватить нового контента».
Конец цитаты. Да и выпуск уже пора заканчивать. Но это не все интересные новости за прошедший день, и на нашем сайте stopgame.ru вы также можете почитать о не случившихся когтях смерти в силовой броне для Fallout 2, или о том, как Square Enix решила сменить количественный вектор своего развития на качественный. Да и за день новостей еще налетит. Оставайтесь в курсе, а мы с инфактом поможем. Доброго дня!